Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Мем про «это даже не финальная моя форма» для Destiny 2 более не актуален. В начале июня игра получила одноименное DLC, подводящее итог всему сюжету дилогии в привычном виде. Потому что сам сюжет, оказывается, к концу еще не подошел, и разработчики уже придумали, что с ним делать дальше. Цитата помощника гейм-директора Destiny 2. «Мы отходим от линейного повествования Destiny 2, внутри команды мы называем его сериальным повествованием, к более самостоятельным историям, эпизодам, в которые легче вникнуть, легче увлечься ими. Так что не придется знать все, что происходило прямо до этого, чтобы наслаждаться сюжетом и повествованием». Эти рассуждения касаются 2011 года и путешествия, которое мы начнем после эпизодов 10 текущего года. Мы занимались линейным сюжетом довольно долгое время, поэтому хотим вернуться к расширению миров и миростроению, расширить вселенную Destiny в целом. И думаю, это все, что мне стоит раскрывать на данный момент. Конец цитаты. Ближайший год разработчики посвятят закрытию арок конкретных героев, ностальгии по пережитому, а также в кавычках открытию некоторых дверей, которые очевидно станут мостиком для будущих обновлений. В этом Destiny'вском году выйдет еще 3 эпизода с самостоятельными историями о разных фракциях противников. В это трудно поверить, но зашевелилось. 20 лет тишины, один потраченный нос год спустя, Crystal Dynamics совместно с компанией Bitbot Media готовят к выпуску графическую новеллу-приквел Legacy of Kain Soul River The Dead Shall Rise. Да восстанут мертвые. Приквелом она станет конкретно к приключениям Разиэля, главного героя Soul River, до того, как он стал вампиром. Этой работой писатели Джошуа Виола и Энджи Хоудеп хотят раскрыть несколько неисследованных областей лора Legacy of Kain и заодно ввести в историю некого важного персонажа-вампира, который тесно связан как с Разиэлем, так и с Кайном. Завязка для будущей игры? Как будто бы пора. Комикс будут дополнительно финансировать через краудфандинг на BackerKit. Заинтересованным ссылочку на статью оставлю, там все адреса найдете. И, кстати, про краудфандинг. Время тому авторы The Elder Scrolls Arena и частично Daggerfall Тед Питерсон, Джулиан Лефей и Виджай Лакшман организовали собственную студию Once Lost Games. В начале июня они запустили Kickstarter-кампанию по сбору средств на создание масштабной RPG The Wayward Realms. Месяц прошел, деньги собраны, и даже с излишком от желаемого $700 тысяч вместо заданных 500, то бишь игре быть. Как видите на экранах, речь о ролевой игре в стилистике средневековья от первого лица на Unreal Engine 5. Уровень вариативности и ролевого отыгрыша разработчики без лишней скромности называют запредельным. И для пущего погружения в Wayward Realms предусмотрен виртуальный гейммастер, который будет генерировать собственные квесты в придачу к созданным вручную. В 2025 игра отправится покорять ранний доступ в Steam, пока без консолей, и тогда же выйдет роман-приквел. Если вы прозевали кампанию, но опять-таки заинтересованы в прощупывании либо игры, либо новеллы, разработчики оставили для вас лазейку с возможностью задонатить $50 за полный пакет, либо 5 за новеллу отдельно. Ссылки ищите в описании. Даже Funko делают по Team Fortress 2 больше, чем Valve, пишет у нас в комментах Рад Шиба. И по факту же, в сентябре выходит странный экшен Funko Fusion, где в качестве персонажей выступает как раз знаменитые головастые фигурки. И вот для игроков в Steam-версию бесплатно подсуетили 4 помативных героев: медика, хэви, скаута и инженера вместе с тематической картой Two Fort. По ходу дела персонажи угодят в различные вручную созданные миры по мотивам «Назад в будущее», «Челюсти», «Нечто», «Мира юрского периода», типа «Крутых легавых», «Звездного крейсера Галактика» и других культовых франшиз. Более 60 героев из 20 плюс популярных вселенных. А тем временем сама TF2 продолжает валиться под напором ботов и хакеров. Ну а Funko Fusion выходит 13 сентября на всех современных платформах, включая Switch. Тут, к слову об актуальных платформах, одной строкой: похвальная Darkest Dungeons 2 посетит консоли PlayStation, Nintendo Switch и Xbox ровно через 2 недели, 15 июля. Не так давно на головы фанатов видеоигрового Ведьмака разработчики вывалили инструментарий Red Kit для создания модов к игре. Однако, как выяснили ютуберы и модеры, набор подходит и для углубленного ковыряния уже существующей игры. Так, модер Glassfish и ютубер X Letalis наковыряли целую не вошедшую в игру развязку для ложи чародеек, плюс еще несколько вырезанных сцен. В конкретику во избежание спойлеров вдаваться не буду, ссылку на почитать и посмотреть оставлю, но стоит отметить, что для этих сюжетных кусков в игре нашлись и доделанные, и недоделанные анимации, и даже озвученные реплики как главных героев, так и сопутствующих NPC. Ссылку оставим.
В 2021 году Sega собрала студию Sapporo для того, чтобы те замутили переосмысление культовой Crazy Taxi. Среди ведущих разработчиков Кэнди Кан, руководитель оригинальной игры. В общем, господа девелоперы выкатили видосий, в котором устно перед камерой поделились видением своего проекта и наговорили интересных вещей. Говорят, что суть игры останется прежней. Необходимо перевозить пассажиров из одной точки в другую, выполняя трюки. Заниматься этим предстоит в большом и реалистичном открытом городе, который проектировался под вдохновением от западного побережья США. А еще оказалось, что новая Crazy Taxi игра многопользовательская, и в данный момент разработчики преимущественно и заняты переложением классического геймплея на мультиплеерные рельсы, а еще поиском новых работников. Продюсер Ари Арат, глава Arad Productions, которая сейчас занимается производством экранизации Metal Gear Solid, утверждает, что проект жив. Цитата. «Мы продолжаем работать над сценарием. Ничего не могу сказать, думаю, все окажутся взбудоражены и удивлены». Конец цитаты. О том, остался ли Джордан Вот Робертс в кресле режиссера, займет ли Оскар Айзек роль Снейка и принадлежит ли сценарий перу Дерека Коннелли, глава Arad Productions не упоминает. Интересно, что выйдет раньше, экранизация МГС, Death Stranding или Elden Ring? Джордж Мартин получил награду от Американской ассоциации писателей-фантастов, как раз за работу над сценарием Elden Ring. На днях она физически добралась до писателя, и тот поспешил об этом похвастаться странным постом на своем сайте. Как говорится, никто, абсолютно никто, Джордж Мартин. Цитата. И о тех слухах, которые вы могли слышать о художественном фильме или сериале по мотивам Elden Ring, мне нечего сказать, ни слова. Совсем ничего, ничего не знаю. Вы от меня даже звука не слышали. Какие еще слухи? Конец цитат. Не знаю, как вы, а я об экранизации Елдени вот от него вот сейчас впервые и прочел. Хотя среагировал Мартин, вероятно, на интервью Хидетаки Миядзаки для Video Games Chronicle, где тот заявил, что сама From Software такое бы не потянула, но интерес к этому вопросу у студии, цитата, определенно есть. А на сайте stopgame.ru определенно есть новых прикольных материалов от наших авторов. Например, можете глянуть свежую кек-нарезочку от Тина, или, если хотите чего-то пообстоятельнее, посмотрите эксклюзивное интервью Антона Паули с поставщиком видеоигровых читов. Доброго дня!